Обзор карты боевых действий в период с 1 по окончанию 14 ноября 2022 года. Несколькими днями ранее, 9 ноября, российские официальные лица заявили о выводе своих войск с правобережья Херсонской области. По их словам, это произошло вследствие невозможности дальнейшего снабжения группировки войск. Ранее мы сообщали об уничтожении либо серьезном повреждении украинскими войсками транспортных путей через реку Днепр, которые использовались российской армией. По состоянию на 12 ноября украинские силы заняли все правобережье в Херсонской области. Российские подразделения обустраивают линию обороны на левом берегу Херсонской области, а также в районе административной границы с Крымом. Ранее официальные лица Российской Федерации заявляли о возможном наступлении украинских войск в Запорожской области. Активные бои продолжаются в районе Павловки, а также на Донецком направлении. На этом участке фронта стороны не имеют существенных продвижений. Тяжелейшие сражения для обеих сторон продолжаются и на Бахмутском направлении. Здесь российские войска все так же сосредотачивают наибольшие усилия для продвижения в окрестностях города. В районе Сватова и Кременной бои проходят с переменным успехом. Ни одна из сторон не заявляет о каких-либо серьезных продвижениях. Сватовский фронт, включая окрестности Купянска и Сватова. Судя по недавно опубликованным видеокадрам, украинские войска зашли в поселок Орлянка. В районе населенных пунктов Новоселовская, Стельмаховка, Мясожаровка и Макеевка зафиксированы бои. О каких-либо продвижениях не сообщается. Северско-Донецкий фронт, включая район Кременной, Лисичанска и окрестностей Бахмута. Кременское направление. В районе поселка Торская и Терны зафиксированы атаки российских войск. О продвижениях не сообщалось. В то же время поступали сведения о столкновениях в лесном массиве между Ямполем и Кременной. Подробности произошедшего неизвестны. Лисичанское направление. Бои продолжаются в районе поселков Белогоровка, что около Григоровки, а также Верхнекаменка, Спорная. Какие-либо продвижения не зафиксированы. В районе другого населенного пункта Белогоровка, что около поселка Веселая, зафиксировано некоторое продвижение российских войск. На данный момент бои проходят в самом населенном пункте и его окрестностях. Бахмутское направление. В районе Яковлевки, как сообщается, украинские войска вернули контроль над ранее утраченными позициями на восточной окраине поселка. В Солидаре и Бахмутском продолжаются позиционные бои с переменным успехом для сторон. В окрестностях Бахмута не прекращаются интенсивные сражения. В районе Иванграда, пригорода Бахмута, российским войскам удалось продвинуться на окраины поселка. Вместе с тем бои проходят и в окрестностях Опытного, где каких-либо продвижений не зафиксировано. Южнее Бахмута по линии восточнее Клищевки, Андреевки, Зеленополья, Курдюмовки и Азаряновки сообщают о боях. Ни одна из сторон не заявляет о продвижениях в этом районе. Тем временем поступают множественные сведения о нахождении российских войск в Майорске. Вероятно, поселок находится под их контролем. Проводим оперативное наблюдение за обстановкой на фронтах в нашем телеграм-канале. Карты с актуальной информацией, аналитика текущей ситуации и многое другое. Ссылка в описании под видео. Оставайтесь в курсе событий. Донецкий фронт, включая центр и юг Донецкой области. Центральное направление. На этом участке фронта бои продолжаются в районе поселков Красногоровка, Веселая и Каменка. Как заявлялось ранее, российские войска активизировались в окрестностях Авдеевки и не прекращают попытки наступления на город. Юго-западнее жестокие сражения проходят в Опытном, Водяном, Первомайском, Невельском и их окрестностях. В поселке Опытное подтверждается продвижение российских войск. Также сообщалось о боях в районе Красногоровки, а также Марьинки, в окрестностях которой были зафиксированы некоторые продвижения российских подразделений. Южное направление. На юге Донецкого фронта не прекращаются бои в окрестностях Новомихайловки. О продвижениях на этом участке не сообщается. В районе Павловки проходят жестокие сражения. Стороны подтягивают имеющиеся резервы, продолжая столкновения в поселке и его окрестностях. Российские источники заявляли о полном контроле над населенным пунктом. В то же время украинские ресурсы сообщают о присутствии в нем украинских военных. Кто достоверно контролирует Павловку, на данный момент неизвестно. Бои продолжаются. Восточнее зафиксированы столкновения в окрестностях Пречистовки. Запорожский фронт, включая Запорожскую область.
Впервые за долгое время поступают сведения об активности на Запорожском фронте. Зафиксированы сражения в окрестностях поселка Щербаки. О каких-либо продвижениях не сообщается. Херсонский фронт, включая кресты Херсона и Николаева. В связи с невозможностью дальнейшего снабжения российской группировки на правом берегу реки Днепр, российское командование было вынуждено провести отвод войск на левобережье Херсонской области. Поступающими российскими подразделениями были подорваны Антоновский, Дарьевский, Тягинский, Нововасильевский и прочие мосты Херсонской области, в том числе и дорожное полотно на Каховской ГЭС. Кроме того, сообщалось о подрыве вышек связи и прочих инфраструктурных объектов в регионе. Вследствие отхода российской армии украинские войска стремительно продвинулись и заняли все правобережье Херсонской области, в том числе населенные пункты Снегиревка, Правдина, Брускинская, Новокаиры, Береслав, а также областной центр, город Херсон. На данный момент линия фронта проходит по реке Днепр. Уже зафиксированы пока что единичные артиллерийские обстрелы с одного берега на другой, которые в будущем, вероятно, только усилятся. Об активных сражениях сообщают на Кинбургской косе, последнем участке Николаевской области, находящемся под контролем российских войск. Также на окончании 14 ноября появились слухи о занятии украинскими войсками нескольких поселков на левобережье Херсонской области. На данный момент ни одна из сторон не подтверждает данную информацию. Продолжаем наблюдение за обстановкой в регионе. На этом все. Подписывайтесь, оценивайте видео, оставляйте ваши комментарии. Поддержать канал финансово можно на платформе Patreon по ссылке в описании. И мирного неба над головой.